А перед началом ролика рекомендую подписаться на канал Бойся Тут, где автор публикует свои авторские рассказы в стиле хоррор. На его канале ты найдешь чем пощекотать свои нервы на ночь, а также обеспечишь себя мурашками на спине и получишь возможность шугаться от каждого шороха. Заходи к нему, подписывайся на канал, смотри и слушай его рассказы и получай свою дозу страха. Мы молча пробирались в темноте. Лес был густым и дремучим. Нижние ветки деревьев то и дело цеплялись за волосы, царапали лицо. Макс шел впереди. Это был высокий широкоплечий парень в старой кожаной куртке. В руках он держал боевой топор. Позади был Дэн, мощный коренастый мужик. Ему было уже под 40, и в этом промысле он был опытнее всего. На левой щеке у него был длинный глубокий шрам. Он любил рассказывать, где он его получил, но время от времени эти истории кардинально отличались друг от друга, так что никто толком ничего и не знал. У Дэна был большой дорогущий арбалет. Такие даже у королевской стражи было трудно увидеть. Он был нашим наставником, человеком, которому мы не один раз доверяли свою жизнь. Друзья называют меня Алекс, хотя при рождении мне дали имя Алексей. Я был чуть старше Макса, хоть и не такой высокий. На моих плечах висел тяжелый рюкзак, на поясе было 2 ножа, а в руках короткий меч. Все мы были вооружены до зубов, хоть и не собирались никого убивать. За живых можно было получить больше. Мы зашли в лес поохотиться, но не дичь была нашей добычей. Мы искали что-то намного ценнее и намного опаснее. Мы были охотниками на ведьм. В последние 10 лет королевство просто захлебывалось от наплыва этой нечисти. Целые деревни вымирали от непонятной болезни. Коровы вместо молока доились кровью. Пропадали младенцы. Постоянно был неурожай, то постоянные дожди, то засуха. Самое худшее, что ведьмы имели внешний вид обычного человека. Поэтому могли жить где угодно, не вызывая подозрений. Властные мужи очень долго не обращали на это внимания. Что им до бедных людей? Пока несчастье не приключилось с королевской семьей. Ранним утром, когда дети только вышли на прогулку, пропал младший сын короля. А так как у того было еще только 3 дочери, то он был главный наследник престола. Начались поиски. По деревням поползли слухи, что неподалеку от замка пару лет назад поселилась старая ведьма. Кто-то где-то видел ее на днях с маленьким мальчиком. Эти слухи доползли до королевского дворца. Генералы бросились к дому старой ведьмы, но уже никого там не застали. Нашли только одежду маленького принца. И с тех пор в нашем королевстве началась настоящая охота на ведьм. Королевский двор установил за голову каждой из них солидную сумму. Платили и за живых, и за мертвых. Хоть живые при королевском дворе ценились намного дороже. Потом их допрашивали и публично казнили, сжигали на костре. С тех пор в королевстве было казнено сотни женщин, старых и молодых, виновных и не очень. Люди начали бунтоваться, поэтому королю пришлось немного остановить свой пыл. Охота на ведьм продолжалась, но она уже не была такой открытой. Этим занимались отчаянные искатели приключений, которые надеялись получить легкие деньги. Я занимался этим промыслом уже где-то 3 года. За это время случалось всякое, но именно с Дэном и Максом я по-настоящему понял, что такое борьба с нечистью. Макс уверенно ступал впереди. У него было просто невероятное ощущение пространства. Он мог найти любое место с закрытыми глазами. И через некоторое время его шаги стали осторожнее.
Он пытался ступать практически бесшумно. Благо под ногами был мягкий мох. И я понял, что мы приближаемся к цели. На самом деле мы выслеживали ее уже пару недель. Пошли слухи, что в деревне возле этого леса начало твориться что-то непонятное. То налетит стая лягушек, то волки каждую ночь воют под окнами, то вороны не дают покоя. Селяне уже боялись выпускать детей на улицу. Мы пришли в ту деревню как родственники одного старика. Это был какой-то старый знакомый Дэна, поэтому не отказал нам в помощи за несколько золотых монет. Мы не должны были привлекать внимание, иначе ведьма могла просто уйти, выбрав для своих темных делишек другое место. Поэтому некоторое время мы просто тихо следили. Ее дом мы нашли 2 дня назад. Точнее, Макс нашел. Каждый день до этого он ходил в лес якобы по грибы. Так ему удалось не привлекать внимания и исследовать все новые и новые участки. Эти 2 дня мы составляли план, после чего отправились на охоту. У меня в рюкзаке было наше главное оружие – веревка. Но не простая веревка. Простая не могла остановить сильную ведьму. Это была специальная веревка, пропитана смолой из Дьявольского озера, место расположения которого из нас 3 знал только Дэн. Но он никогда об этом не говорил. Было очень темно. Над головой собирались черные тучи, должно быть, скоро начнется дождь. Я услышал, как Дэн за спиной тяжело вздохнул. Бороться с ведьмой ночью сложно, но в плохую погоду это еще сложнее. Домик стоял на небольшом холмике возле старого дуба. Была ли это охотничья изба, или же здесь когда-то кто-то жил, я не мог сказать. Было так темно, что стены еле виднелись между деревьями. В окнах также было темно. «Готовы?» – прошипел Дэн. Его голос и так хриплый, а во время охоты становился еще ниже. «Да», – мы с Максом ответили в унисон. Мы никогда не заходили в подозрительные дома. Это было нашим главным правилом. У нас были другие способы. Мы аккуратно подошли к дому, я закинул веревку на плечо. Никогда нельзя было угадать наверняка, когда именно она понадобится. Макс крепче схватил свой топор и остановился в нескольких метрах от двери. Мы с Дэном же разошлись по сторонам. Я прошел недалеко от боковой стены и встал в нескольких метрах от заднего угла. То же самое, но с другой стороны сделал Дэн. Теперь мы могли видеть все стороны того дома. Можно было бы сделать треугольник, если бы кто-то провел между нами линии. В то же время мы четко видели друг друга. Не всегда так получалось, но размеры домика это позволяли. Где-то позади громко завыли волки. По спине прошла дрожь, но я не подавал виду. Не первый раз же, это просто очередная ведьма. Я наблюдал за тем, как Макс поднял с земли камень и бросил его в дверь. Раздался глухой стук. Потом тоже сделал Дэн. Только камень полетел уже в окно. Тогда мы несколько секунд подождали и начали лупить по дому грудами земли, кусками веток, камнями и всем, что попадалось под руки. Когда от окна уже не осталось и следа, Дэн поднял руку, и мы прекратили. Он прислушался. Я замер и приготовился. Но ничего не происходило. Мы переглянулись. Дэн кивнул, и мы перешли к плану Б. Помимо веревки у меня в рюкзаке был еще небольшой пропитанный горючим факел. Я быстро его зажег, а еще через пару секунд бросил на сухую крышу дома. Понадобилось совсем немного времени, чтобы она ярко запылала. Мы приготовились. В лесу снова завыл волк. Не понимал почему, но я сильно нервничал. Скорее бы все это закончилось. Крыша уже горела вовсю. Через разбитое окно я видел, как внутри падают пылающие балки из перекрытия, но больше никакого движения там не наблюдалось. Дэн выпрямился и в недоумении посмотрел на Макса.
Тот только пожал плечами. «Мы точно пришли туда, куда надо?» — закричал Дэн, чтобы перекричать гул огня. «Похоже, внутри нет никого». Он оставил свою позицию и подошел к Максу. «Да, вроде все верно, шеф». У Макса был густой бас. Дэн оглянулся по сторонам. «Тогда плохо дело. Она может где-то прятаться. Давайте убираться отсюда, пока не поздно». Но уже было поздно. Я понял это еще до того, как все началось. Через секунду был уже возле своих друзей. На нас из темноты смотрели десятки желтых пылающих глаз. Из ближайших кустов послышалось рычание. «Адские гончие!» — сквозь зубы прошипел Дэн. Теперь и я это видел. Это были черные собакообразные существа. Казалось, что их плоть состоит только из кожи и костей. Настолько худыми они выглядели. От их ненавистного рычания волосы на голове встали дыбом, а от дыхания вокруг разносился адский запах. В последний раз я видел подобное существо пару лет назад, когда оно живьем разрывало человека на куски. Мы сразу же стали спиной друг к другу. Нельзя, чтобы они смогли напасть сзади. Только так мы могли спастись. Но гончие не спешили нападать. Они так и стояли в кустах, скаля на нас свои длинные, острые клыки, будто ждали приказа. Вместо этого нас ждало другое. В одно мгновение начался неимоверной силы дождь. Он был таким сильным, что мне пришлось наклонить голову, чтобы иметь возможность дышать. Дождь потушил пылающий дом за пару секунд. Слишком быстро. Проскочило у меня в мыслях. Слишком быстро для простого дождя. И я был прав. Дождь вовсе не был обычным. Он прекратился так же быстро, как и начался. Как только потушилось пламя, в тот же момент дверь домика резко открылась. Я приготовился к самому худшему, но вместо старой ведьмы к нам шла молодая девушка в прекрасном платье с впечатляющим декольте. Я даже на миг застыл от удивления. Она шла так плавно, будто бы ее ноги не касались земли. Ее платье развивалось на ветру, как и длинные темные волосы. Она была чрезвычайно красивой. Не сказав ни слова, она остановилась и поманила нас за собой. Я пришел в себя только тогда, когда понял, что поднял ногу для шага. На мое плечо легла рука Дэна, и я посмотрел на него. Он был не на шутку испуган. А вот Макс, что есть силы, рванул вперед. Дэн попробовал его остановить, но тот только толкнул его руку. В тот же миг на нас стали наступать адские гончие. Сначала еще медленно и осторожно, но еще через пару секунд и они бросились на нас. Не знаю в какой миг, но девушка возле домика исчезла. А вот Макс с разгону забежал в домик. Дэн что-то кричал, но я уже не слышал. Возле моего уха сомкнулась пасть адского животного. Я успел отклониться, но длинные когти гончей прорезали мне куртку и оставили глубокую царапину на руке. Мы с Дэном стали спиной друг к другу. Я только успел заметить, как на него налетает еще одна гончая, как из его арбалета вылетела стрела и попала прямо ей в горло. Я крепче сжал рукоятку меча и приготовился отбивать атаки. Со всех сторон на нас налетали жуткие адские собаки. Они рычали, царапали, натужно выли, пытаясь порвать наши тела на кусочки. Если бы не Дэн, я бы уже давно был мертв. Его чудесный арбалет успевал отбивать атаки на нас обоих. Я же тоже рубал, колол, бил ногами, делал все, что убить хоть одну из гончих. Но что бы мы ни делали, все они с порубленными лапами, проколотыми глазами, глотками продолжали на нас нападать. Мы не выдержим, задыхаясь, сказал я. Дэн ничего не ответил. Казалось, что их становилось все больше и больше. Я уже еле подымал руки. Гончие приближались все ближе и ближе. Я уже отчетливо слышал их ужасный запах, который обжигал мне легкие.
В какой-то момент я понял, что Дэн начал подталкивать меня к двери домика. Я быстро понял его план. Мы находились в окружении, иного пути у нас нет. Отбив очередную атаку, мы оба ввалились в домик. Была полная темнота. Я буквально не мог видеть ничего. Но что бы нас здесь ни ждало, отпор мы дать уже не могли. Я в изнеможении лежал на земле, а возле меня сидел Дэн и не мог отдышаться. Не знаю, что помешало гончим пройти внутрь за нами, но их воя больше не было слышно. «Вставай!» Дэн очнулся быстрее. «Нужно идти». Мне удалось встать только со второго раза. Дышалось все еще очень трудно. Поврежденная рука болела, ноги не слушались. «Что это было?» – выдавил я. «Почему возле ведьмы крутятся адские гончие? И что это за девушка вышла тогда из домика?» «Потому что здесь живет не ведьма». Дэн быстро зажег факел, который был у него за поясом, и посмотрел на меня. «Тебе показалось, что она молодая девушка, красивая? Вот и Максу так показалось, видимо. Вы видели то, что она хотела вам показать. Но на самом деле это та еще тварь. И это вовсе не девушка и не ведьма. Это Геката, властительница всех ведьм и чародеев, покровительница ночной нечисти». «Геката? Если это так, то мы в больших неприятностях». «Да, вот так вот. Мы решили поохотиться, но сами попали в ловушку. Геката может путешествовать между мирами, ей подвластно даже время. И я не сомневаюсь, что именно она заманила нас в эту ловушку. Вопрос только зачем? И как нам теперь отсюда выбраться?» «Выбраться-то мы выберемся. У нас другая проблема. Как найти Макса?» И я уже открыл рот, чтобы возразить. Большей проблемой для меня было то, что за дверьми нас ждала стая адских собак, нежели то, как найти такого большого парня в таком маленьком домике. Но тут факел Дэна зажегся сильнее, и рот сам по себе закрылся. Мы не были в том лесном полусгоревшем домике, хоть пару минут назад входили именно в его дверь. Мы вообще не были в домике, мы были посреди поля. Посреди огромного, заросшего высокой травой поля. Мы шли несколько часов. Факел давно погас, но он уже и не был нужен. Здесь не было так темно, как казалось сначала. Здесь был какой-то свет, но исходил он не от луны или солнца, а от темно-красных облаков, которые полностью покрывали небо. Оставалось только догадываться, куда мы попали. «Посмотри налево, не останавливаясь», — сказал Дэн. «Только осторожно, не подавай виду». Я его послушался. Слева от нас в нескольких десятках метров шел большой козел. «Он идет с нами с самого начала», — продолжал мой товарищ. «Вот посмотри». Дэн вдруг остановился, я чуть в него не зашел. Но на мое удивление остановился и козел. И вдруг мне стало не по себе. Когда мы сдвинулись с места, козел, как ничего не бывало, последовал дальше. Я думаю, что это полевой дух. Скорее всего, Геката послала его, чтобы следить за нами. Но я могу и ошибаться. Впрочем, скоро увидим. Не знаю, откуда Дэну было известно, куда идти, но через некоторое время мы увидели впереди какие-то огни. Может, здесь кто-то живет? На самом же деле это был вход в какую-то полупещеру. Вокруг ее входа были зажжены огни, а в нескольких метрах я увидел шаю адских гончих. Но они пока только смотрели издалека и не собирались нападать. Значит, нас здесь ждали. «Дэн, подожди!» Мой друг удивленно остановился. «Ты уверен, что мы правильно делаем? Вместо того, чтобы искать отсюда выход, мы идем прямиком в капкан. Неужели тебе непонятно, что Геката только и ждет нас здесь?» «Я же сказал тебе, что найти выход отсюда – это не проблема. Мы пришли сюда, чтобы забрать Макса.
Или ты хочешь оставить его на корм злобной дьяволице? Я ничего не ответил. Поэтому Дэн только крепче сжал свой заряженный арбалет и пошел дальше. Мы были уже у входа, когда я услышал уже почти позади себя цоканье копыт. По спине пробежали мурашки. Я смотрел налево. Того козла там уже не было. Неужели он? Цоканье продолжалось. Я не решался оглянуться, но звук приближался. Дэн остановился у самого входа. Меня всего трясло от потрясений. Тот звук уже отбивался у меня в ушах. Я схватил свой меч и резко обернулся назад. То, что я увидел, меня просто поразило. Почему-то все сегодня казалось не таким, как было на самом деле. Это был не козел. Передо мной на двух козлиных ногах стоял демон с двумя закрученными рогами. У него была козлиная морда, длинные уши, из пасти торчало 3 красных языка. 2 длинные руки с тонкими пальцами держали в руках раскаленный железный прут. Но то, что меня больше всего поразило, у него были обычные человеческие глаза. Я приготовился давать отпор, но, как и адские собаки, он остановился и просто смотрел в нашу сторону. Но мне было не по себе только от одного этого вида. Пошли. Дэн даже не оглядывался. Внутри пещера сияла какими-то необычными огнями. Они горели как будто прямо со стен. Посередине помещения спиной к нам стояла та же девушка, которую мы видели в лесу. Геката. Даже со спины она казалась мне довольно привлекательной. Но Дэн говорил, что она только навеяла нам такой свой облик. Только я об этом подумал, как передо мной явилась совсем другая картина. Красное платье превратилось в лохмотье, кожа на плечах почернела и покрылась волдырями. Волосы на голове сплелись в змееподобные трубки. Когда мы подошли на достаточно близкое расстояние, она медленно обернулась. От неожиданности я сделал шаг назад и чуть не споткнулся. Что-что, а этого я никак не ожидал увидеть. Первым делом я подумал, что у нее нет лица. Но уже за секунду понял, что лиц у нее тысячи, если не миллионы. И каждый миг они менялись. Я еле успевал улавливать эти перемены. «Здравствуй, Геката», — услышал я уставший, но вполне спокойный голос Дэна. «Чем мы обязаны твоему гостеприимству?» «Ну, здравствуй, мастер», — сипким голосом ответила демоница. «Давно мы уже не виделись». Вот это был неожиданный поворот. Так они знакомы? Ты соскучилась, поэтому привела нас сюда. А ты соскучился? От ее улыбки у меня пошел мороз по коже. Странно было наблюдать за тем, как одновременно улыбаются сразу несколько сотен лиц. «Не сказал бы», — сухо ответил Дэн. «Рад был бы больше никогда тебя в живых не видеть. Но это ты сделала нам эту ловушку, а не мы тебе». «Ты надоел мне, мастер. Я оставила тебя в живых, но ты не извлек урок от нашей последней встречи». «Ты не смогла меня убить, Геката. Я выбрался из адского огня в целости и невредимости. Не ты подарила мне жизнь». «Ну что же, я позволяла тебе жить все это время. Разве это не подарок? Но ты так и не смог оставить свою месть, правда? Не смог остановиться. Сколько моих слуг было поймано и убито. Сколько неудач потерпели мои планы. Ты со своими дружками зашел слишком далеко. В последний раз вы отдали на казнь мою самую лучшую ученицу». Она закричала таким высоким голосом, что даже камни на стенах пещеры начали трескаться. Я нагнулся и закрыл уши. В то же время я заметил, как Дэн, несмотря на пустые разговоры, упрямо передвигается вдоль правой стены. Я присмотрелся. В углу кто-то сидел. По кожаной куртке я понял, что это Макс. Выглядело на то, что он без сознания.
«И ты хочешь, чтобы я остановился?» – спросил Дэн. «Хочешь, чтобы я все забыл?» Нет, Уже спокойно ответила Геката. сегодня все закончится. Она мгновенно превратилась в большого черного волка. Глаза у нее светились огнем, а из длинных клыков стекала слюна. Несколько секунд и они с Дэном смотрели друг на друга в глаза, а тогда одновременно начали действовать. Волк с раскрытой пастью набросился на человека. Дэн уклонился и прыгнул в мою сторону. На мгновение мне показалось, что сейчас он бросит меня в пасть к зверю, но тот лишь стянул с моего плеча веревку и толкнул меня в сторону. Именно туда, где лежал Макс. Тот не был связан, но все еще был без сознания. В нашем деле случалось всякое, поэтому в рюкзаке я всегда носил маленькую бутылочку целебного зелья. Если Макс не проклят каким-то колдовством, сейчас он проснется. За это время Дэн умудрился закинуть на шею волка веревку и затянуть ее. Веревка могла задержать простую ведьму, но не демона. Волчица со всех сил вырывалась. Макс зашевелился, а Дэн прибежал к нам. «Быстро, выходите отсюда и идите прямо туда, откуда мы пришли. Не беспокойтесь о нечисти. Пока им не будет отдан приказ, они ничего не сделают. Главное, не оглядывайтесь. Всю дорогу, пока не вернетесь в наш мир, ни под каким предлогом не оглядывайтесь. А за меня не беспокойтесь. Я управлюсь с ней и приду. Давайте, бегом!» Геката начала быстро превращаться в разных животных: лань, коза, бык, снова волк, пока, увидя змеи, не выбралась из веревочной ловушки. Прикрывая нас, он снова бросился на нее. Я почти что тянул на себе Макса, не знаю, что ему сделали, но он еле-еле приходил в себя. Дэн был прав. Гончие нас не трогали. Демона возле входа уже не было. Это была самая трудная дорога в моей жизни. Сначала мне казалось, что за нами бежит табун лошадей, потом послышалось знакомое цоканье, потом жуткие крики, завывания. Макс несколько раз пытался обернуться, но я ему не давал. Дорога казалась бесконечной, но все же, что нам нужно было, это идти вперед. Мне показалось, что мы почти пришли на то место, откуда начался наш путь с Дэном. Я даже видел место, где лежал после боя с адскими гончими. Если остановлюсь несколько шагов, когда… «Алекс, Макс!» Это был измученный голос Дэна. «Друзья, помогите! Я больше не могу сделать ни шагу. Они меня догоняют. Помогите мне дойти!» Я остановился, но не оборачивался. «Дэн? Алекс? Помоги, пожалуйста! Ты просто так оставишь меня здесь, своего друга! Ты помнишь, сколько раз я спасал твою задницу?» Да никогда бы так не сказал. Но если это и правда он… Я так и стоял, не зная, что думать. Макс, которого я больше нес, чем он сам шел, еле держался на ногах. Я не мог рисковать его жизнью. «Я вернусь за тобой, Дэн!» – крикнул я и быстро пошел вперед. Позади послышался громкий вой дикого зверя. Я только придал шагу. Мы с Максом будто бы прошли сквозь невидимую стену. Мгновение, и вместо бесконечного поля перед нами была поляна возле того лесного домика. С его крыши все еще шел дым. Я сбросил Макса на землю где-то и остановился. И внимательно посмотрел вокруг. Уже светало. На деревьях прыгали птички, легкий ветер шевелил листья. «Нужно вернуться», – пробормотал я, хоть возвращаться туда я хотел в последнюю очередь. Нужно помочь Дэну. И я даже не мог представить себе, как он справляется с той дьяволицей и ее тварями. Одинешенек. Не думая ни секунды, я поправил оружие и храбро открыл дверь домика. Но оказался я просто в полусожженном домике.
Здесь больше не было прохода в другой мир. Я как сумасшедший бегал вокруг той поляны, пытаясь найти проход, но безрезультатно. Макс поднялся и уперся на дерево. Он понял, что произошло. «Это все из-за меня», — хрипло сказал он. «Если бы я не пошел за девушкой в дом, я знаю, что я виноват в том, что... Макс не смог договорить, но я и не хотел этого слушать. Нет, этого не может быть. Ну, здравствуйте, парни. Я резко обернулся, сначала подумал, что мне снова чудится, пришлось потерять глаза. Но нет, все точно, перед нами стоял Дэн. Уставший и потрепанный, но вполне живой Дэн. На следующий день, вдалеке от этого дурного места, Дэн рассказал нам свою историю. Вы оба, наверное, не слышали историю о мальчике, сыне короля, которого украла ведьма. Так вот, этот мальчик – это я. Вернее, был им. Когда-то давно мой отец разрушил святилище Гекаты. Да, эта ведьма возомнила себя богиней. Чтобы отомстить ему, она украла его наследника и потащила его, то есть меня, в другой мир. Возле себя она продержала меня больше 20 лет. Не хочу даже рассказывать, что я видел и что пережил. Но мне удалось сбежать только пару лет назад. Но когда я вернулся домой, то понял, что здесь прошло всего пару лет. Королевство все еще ищет маленького мальчика. Такой была ее месть. Она позволила мне вернуться домой, но дома у меня уже не было. «Ты убил ее?» Только и спросил Макс. Дэн отвернулся и отрицательно покачал головой. «Но она больше никогда не посмеет меня искать». Он повернулся к нам. На его лице была жесткая ухмылка. В руках он держал веревку с козлиными рогами. Что же, по крайней мере, еще одного прислужника Гекаты ему удалось прикончить. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.